Я истеричка, он молчит, терпит. Хороший, хороший. Нормально нас слышит отсюда. На корте подсказываешь, я не слышу! Слушай, ну существует стереотип, да, что как бы нужно держать свои эмоции в себе. Ну не показывайте деньги. А это был ты, сволочь такая? Отдельный пункт. Этот Играть блокнот, против знаешь, Мухи и Анисимова. знаешь, как это было? It's your part right now. Ты никуда не позволишь. Когда я втянул уже. 2 места человек занимает в боксе. 2 места. Это могли быть вы. Вертолеты были дикие. Смертельный трюк, снимай. То есть ты не будешь под камеру говорить там в Netflix то, что на самом деле ты бы сказал, что думаешь про людей, которые пишут такое в Инстаграме. У тебя сейчас такая возможность. Ну что, ребят, потренируемся. 8:30 утра я направляюсь в гостиницу к Антону. Оттуда мы поедем на открытые корты, где проходит профессиональный турнир в Абу-Даби, как мужской, так и женский. Там Арина проведет полноценную, серьезную, интенсивную тренировку, которую она обычно проводит во время своей предсезонки. И, конечно же, здесь активно поснимаю Антона за работой. Будет очень любопытно понаблюдать за тем, какие он наставления дает Арине, над чем они работают. И вообще, как выглядит тренировка первой ракетки мира. Вот так всегда в хорошем настроении команда прибывает на тренировочные корты. Kevin, it's your part. It's your part right now. Следующее видео уезжаю. Паш, ты сегодня тоже работаешь? Я готов. С левого угла играешь. И Давай лучше справа. Если Справа я хотя бы не подведу, слева... Хотя бы один раз бы ты ошибешься. Не, после такого не хочется. С такой силой улетишь отсюда. Вот примерно такие слова начинаются в начале тренировки. Мотивация, да. Ну, мотивация, да. Назовем это мотивацией. Мотивация на обсера просто сразу. Для этого мотивация не нужна. Мы сами можем. Боитесь реально такой ситуации, что где-то вот вы что-то не доработали на каком-то турнире, и Арина вам говорит, ну все, мы больше с тобой не работаем. Пока. В смысле боимся? Мы не дорабатываем на каждом турнире, что нам такое сказали. Чего не достали, ничего не подготовили, я не понимаю вообще. Катя, а где вещи? А что ты? А я не понял, а ты чего? А где коврик, блядь? Ты что, в субботу, что ли, решил поработать? 21 декабря. С праздником. А, 21 декабря. Вот. Я же про это и спрашивал. Так это новогодний подарок. А. Я сегодня опять 95% жира сжигала во сне. Я не хочу спрашивать, что ты делала во сне. 95% жира, что ты сжигалась. Это как? Только во сне. Мне делали антицеллюлитный массаж во сне. Всю ночь. Мне сегодня приснился сон, что я сжигаю жиры. Когда просто И миры. топила. Антон, там Миша сказал, что ты все там не растягиваешь, будешь. Да, он вчера спрашивал. На Даже получил упражнение. мне тренировался. Она мне сказала, если понадобится. Понадобится. Давай. А ты мяч достал? Что, мячик, да? Баскетбольный? Подкинь мне, может, вот здесь вот уже лежал. Ты носки Ты смотри, синим постирал. какой он смелый на видео, такой, типа, пусть сама занимается. Только ты камеру выключишь, сразу в ноги упадет, будет целовать. Да не, Арина просто стирку закинула, а там были синие вещи. Очень синий, как видишь. Я очень ладно. Не, лук крутой, конечно. Позва. Пойдем, будешь помогать мне. Я буду смотреть. Я один не справлюсь. Я шоколадочку съем. Давай, Антон, я вижу на твоем лице неловкость это. Простите меня, Ангелина, Да, слушай, у нас и не такие неловкие. Да, я сейчас полотенце возьму. но ты сильно не трогай даже. Вы бедро сначала делаете, правильно? Что он, ведро сказал? Бедро. Ведро вначале? Не-не, бедро держать, она говорила. А я не помню, что На сопротивление. А, да. Давай. Ну вот, физио уехала, теперь Антон. Это я Андрюхи взял. Не, знаешь, что можешь сделать вот сюда? Только поставь вот так вот ногу. Свою. Не-не-не, вот не так. Ну не, Арина. Перпендикулярно. Я ничего не понимаю. Чуть пониже. Здесь? Ну да, выпрямь. Ногу возьми. Блин, высокое колено очень. Очень высокое колено. Натянуть эту ногу туда. Поднять. Вот так? Больно к икре. Так я не знаю, как мне Мне делать. под колено надо ее здесь. Блин, высокий очень. И туда тяни, чтобы у меня просто бедро потянулось. Нормально? Еще, еще. Ну и туда иди. Блядь, Антон.
Ну, ты говори, я же не знаю, я же не делал. Только аудио записывай. Бля, в таких позициях я еще никогда не был, если честно. Записывай аудио. Изучай. Да, можно просто аудиодорожку продать. Слить в сети, все такие, чё? Ну, натягивай. Антон, больно натягивай. Так, это, подожди, это... Даже сопротивляться? Не, это не надо. А. Ты мне потом туда растягиваешь. И ты туда потом ногу. Ну да. Так? О, блядь, не так сильно, Антон. Сори. Мягче можно. И сейчас. Ну, сейчас уже можно сильнее. Просто пустить. Размяться надо было. Да. Когда, знаешь, типа первый день на работе. Вот так вот. Нежнее надо было, правильно. Да не, на самом деле, мне кажется, мы Такие хорошо какие-то сошлись. вопросы Я непонятные. истеричка, он молчит и терпит. Прекрасно. То, что нужно каждой девушке-теннисистке. Да и девушке, в общем-то. Но не могу сказать, что я там очень много времени провожу с ним вне корта, но на корте он более профессионал, спокойный, как бы более фокусированный на работе. Ну, не, наверное, я больше разговорчивая, чем он. А он просто, давай, кросс-кортом, вот такой вот вариант у нас. Да, Антон? Что? Какой был вопрос? Сволочи, да. Ну, потому что я не могу, да, ни на какие перейти мне, они очень нравятся. И... А за счет чего? Ну, у них есть, вот здесь вот у них есть такой airbag называется. То есть я в основном двигаюсь на носках, как бы на самом деле. И получается, есть такое ощущение очень прыгучести. И даже, ну, то есть, когда вот двигаешься широко по корту, блин, как я люблю эти полотенца. Когда двигаешься широко по корту, то, мне кажется, есть какое-то такое реальное отталкивание, быстрее возвращаешься в корт. Какая-то история. Слушай, ну да хоть хорошее что-то, слушай, а то меня-то они засирают в лицо. Да, и в принципе он тебя первый в списке назвал. В смысле, там еще кто-то есть? Я не поняла. Ну, они идут насильно вторых, третьих. Так а кто там? Подожди, мне нужно знать моих кто? соперниц. Алькарас, Антон, я не поняла. Окей, ладно, Алькарас, я согласна. И Синер. И Синер. То есть там женщин не было, да? Ну, нет, там не было. Не было. Кто там был, Антон? Антон, я увижу. Лучше признайся сразу. А там из других видов спорта, там вообще ни к теннису не Не, ну, относится. У меня, наверное, ну да. Я себя лучше ощущаю на корте и более уверенно, когда я знаю, что я отработала определенное количество, ну не определенное количество, даже не часов, а вот когда я следую своему вот графику, который, в принципе, довольно-таки такой интенсивный в плане там количества тренировок, поэтому, наверное, я соглашусь, но опять-таки я не люблю много говорить хорошего про себя. Я больше себя скорее осуждаю, критикую, и мне кажется, это помогает мне оставаться в форме. Another thing I want to do more today is focusing on the second serve because I think yesterday on Paula, he served Да, я уже 5 лет прошу своего фитнес-тренера о кубиков, рубиков, и у меня один большой кубик. До сих пор. Не, на самом деле, мне кажется, с годами уже столько всех мышц правильных, нужных проработано, что я не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Одну секунду. Андрей, а есть этот ролл? Нету? То есть, мне кажется, уже так выстроен процесс, что все нужные мышцы проработаны. Тут уже такой момент, мне кажется, больше следить, что где вылетает иногда, и просто, как сказать, как это говорится, put it back together, короче говоря. Вот. Поэтому не могу сказать, что есть что-то, что вот очень слабое у меня. Такой момент был, что на турнире, смотрите, Because I feel like this first set she hasn't gone out and А, это был ты? Сволочь такая. Какой именно? Где я сказала, иди нахуй? А он сказал, окей, пошел нахуй? Обожаю этот видео. Ну да, слушай, надо же как-то прославляться, знаешь, как бы залетать в эти хиты. Слушай, ну существует стереотип, да, что как бы нужно держать свои эмоции в себе, ни в коем случае их никуда не выплескивать и быть таким вот
таким максимально безэмоциональным спортсменом и просто никаких негативных эмоций. Я очень старалась быть таким игроком, очень долго работала с психологом, пыталась найти варианты, как же это все-таки контролировать. И в какой-то момент я просто пришла к мнению, что для меня лично я не могу, я когда держу это все в себе внутри, это все вываливается в такой неадекват потом в какой-то момент, то есть это в проигранные матчи, в абсолютный неконтроль вообще своей головы, что я просто поняла, что мне, если вот уже там кипит, то я могу сломать эту ракетку, да простит меня Вилсон, господи, слава богу, они все еще со мной. То есть если вот, ну, я могу развернуться, вот они мне что-то говорят, и я уже так киплю, я могу вот до такого абсурда послать их там нахер, там столько мемов у нас на самом деле. И мне легче становится, я это выбросила, они это съели, они посмотрели вот таким лицом на меня, потому что если они еще покажут какие-то недовольные эмоции в этот момент, то это еще хуже, то есть они как бы уже это поняли. Потом, конечно, если посмотреть видео, то потом в момент, когда я разворачиваюсь, там идет полный угар у них между собой. Вот, но как бы они это съели, они как бы... Главное, что у нас есть договоренность, они понимают, что это не персонально, ну как бы не какой-то... Я не пытаюсь их как-то унизить, это просто вот выбросить, проехать, забыть и пойти дальше играть в теннис и выигрывать матч, потому что... Ну, я вот такой человек, мне как будто это помогает, и я просто хочу как бы донести не донести, то есть меня когда спрашивают вопрос, я хочу просто дать понять молодым игрокам, что если они чувствуют, что с ними это не работает, то не надо вот это вот лезть вот в эту яму и пытаться соответствовать каким-то стереотипам, что есть куча других вариантов, как проконтролировать свои эмоции, возможно, даже как бы давать им выйти наружу. Команда молодости нашей. А можно... Уже не все молоды. Can we take also balls, please? Вместе? А у нас из фитнеса осталось только на корте какие-то, да, там? Да. Доброе утро, мои родные люди. Ну что, ребят, потренируемся. Широкие, пустые, через траекторию произвольно. Да. Слева широкие тоже выбивают. 5-5 ровно. У нас забрали паспорта, и нам не платят зарплату. Выдали только пакет. Мы с этим пакетом уже с первого года ездим, он уже в дырках есть. У меня кроссовки 19-го года. У меня майка папина. Женские. Нормально нас слышат отсюда. На корте подсказываешь: я не слышу! Здесь говоришь в камеру чуть тихо: они пиздят! Что просто у человека за биполярка? Андрей, нужны пустые, низкие пустые мячи иногда, которые немножко будут покороче. Поделаем парочку, ты просто пониже остаешься на входах. Да. Хорошо. Это супер, это тема. Вчера мы с тобой разговаривали про 2021 год, и ты начал активно тренировать Арину. Ну все, первый полноценный сезон в качестве главного тренера. Понятное дело, что у тебя за плечами там образование есть, спортивное, тренерское, и за плечами игровой опыт. Но вот когда ты выходишь на такой уровень, наверное, было какое-то давление, мол, я теперь главный тренер одной из ведущих теннисисток в мире. Ты начал как-то себя образовывать в этой теме? То есть начал ли ты там что-то дополнительно читать, может искать какие-то, не знаю, есть ли курсы? Как ты начинал получать знания? То есть ты видел, как дедушка работает, ты с ним рядом был на Кубке Федерации. Но конкретно как ты self-development? Да, как ты начал себя развивать в этом плане? Сначала, все правильно сказал, что было внутри, во-первых, это такой синдром самозванца, потому что ты оказываешься, по сути, по воле, скажем так, случая, то есть ты оказываешься где-то высоко сразу. Из-за того, что я много работал с спаррингом, с разными, тренеры были, вот у Арины до этого шведа, мне очень нравились Магнус Норман. Я с ним, в принципе, в хороших отношениях, он мне... Ты же тренер Вавринки. Постоянно, да. А в тот момент Арина работала с ним, и еще был Магу Тидеман, по-моему, правильно фамилия, у него тоже швед, с ним работает. Вот. Я думаю, что с ними она сделала самый большой скачок, вот именно прогресс именно в плане тенниса в какой-то момент, потому что я помню, она уехала на 4, по-моему, или 5 недель в Швецию, может, на 4 недели. И человек приехал,
умеет вращать то, что она не делала так хорошо. Уже сразу топс появился. Подает кик. Топс — это топ-спин. Ну, топ-спин, да. Да, Подает, просто перевожу. подает кик, режет. С лета играет, замахи убрались, стало все компактно. То есть в течение нескольких недель это все там появилось. Вот. Там был большой прирост. Я смотрел, как работают тот же Дима Турсунов. Много очень общались во время работы. Огромное количество в Беларуси тренеров, которые я смотрел. Я видел вещи, которые работают, которые я видел, что они конкретно работают. И я смотрел, почему они работают. Угу. То есть это, безусловно, там у меня фундамент там, дедушка, знаете, такого закладывал, Леничев, Александр Сергеевич, много чего дал, Владимир Адамович Перко. Угу. Это вот не ошибаться, бегать и умирать, но не ошибаться. Это от него было, да? Да. Скакун Сергей Владимирович, мы начинали работать. То есть я просто смотрел, как вот, в принципе, как кто работает, и ты, в принципе, всегда можешь найти что-то общее, к чему кто-то склоняет, и что из этого работает, а что просто упражнение. А вся эта база тренерская, она у тебя где-то записана или она у тебя вся в голове? Нет, у меня есть небольшой ежедневничек. Я просто записываю какие-то моменты, которые мне нравятся, записываю моменты, которые заходят, которые не заходят, Угу. что можно модернизировать, что можно улучшить. И всегда есть список, что надо сделать лучше, что получается лучше в сравнении с тем, что было там, не знаю, полгода назад, месяц назад. То есть ты просто смотришь какие-то показатели и внешне, вот как оно смотрится технически. Угу. Ты всегда снимаешь видео, ты смотришь. И даже сухие цифры это еще лучше. По цифрам ты можешь смотреть это на тренировках, либо вот у нас работает с нами, по сути, уже команда. До этого это был один человек, который ведет статистику. Он до матча может тебе скинуть цифры. И сейчас все работают с статистикой, смотрят, как играет соперник. Но ты также можешь забрасывать статистику на себя. А как они ведут аналитику? Какая-то статистика есть. ФОК записывает все отскоки и все тебе показывают. То есть они просто загружают это, у них искусственный интеллект и все считывает. И они просто тебе потом формируют это все. И ты можешь смотреть по цифрам, и самое важное, это именно смотреть под стрессом, что работает, что не работает, какие направления, какая там глубина, какое вращение. То есть ты смотришь эти вот важные мячи, куда больше получается, куда меньше, где ты больше выиграл, где ты меньше выиграешь. Ты просто смотришь динамику. То есть сама важность не в том, что ты сразу стал хорошо играть, чтобы у тебя все время динамика была, росла, скажем так, в идеале. А у тебя с собой эта книжечка? Где-то есть, да. Где-то есть. А можешь найти, показать просто буквально, как ты вот формируешь мысли как тренер? То есть как это у тебя прописано? Надо искать книжку, я честно сразу не найду ее. Ну, я подожду. Давай. Андрей, можешь чуть плотнее скинуть и потом опять в длину увести, по возможности. Да. Хорош. Андрюсон, нам нужно буквально пару серий сделать. Ты пораскидываешь, а потом ты с угла уже начинаешь опять подпрессовывать. Пораскидываешь больше вторым номером, но чуть-чуть пошире, повыше. Пошире выгонять? Да, мы сделаем пару, где вот именно высокие. Да. Браво. Ах ты ж! Здесь на самом деле мало записано, потому что у меня... Ну, это ты только начал этот блокнот, правильно? Ну, это новенький. Вот смотрите, ну, отдельным пунктом этот играть блокнот, против Мухи и Анисимовой. Знаешь, как это было? Знаешь, как это было? Я начал записывать здесь, эту часть. И в этом моменте, вот тут вот, меня Ангелина позвала на кухню. И все остальное у меня осталось в телефоне. Потому что здесь только, что я даже слева не дописал до конца. И здесь я не дописал. У нас по передвижению очень много было. Ну, это можно сказать наброски просто. Основные мысли у тебя в телефоне, да? Да, но вот эта вот тема, это же не то, что типа, это была задача у Андрея. Вот он должен был этих двух пародировать, чтобы как бы с теми людьми, с которыми в прошлом сезоне были вопросы, чтобы мы учились против них играть. Угу. А скажи, за счет чего Каролина Мухова неудобна для Арины?
Наверное, на сегодняшний день я бы сказал, что она качественно играет в защите. Мгм. Она не позволяет тебе много пустых ударов. Она очень неплохо достает какие-то хорошие широкие мячи и возвращает их. Чем-то отдаленно можно назвать похоже, как она как Коко тянет в плане в защите, но при этом она не поднимает мяч, она как бы оставляет его внизу. То есть Мгм. она заставляет тебя... А Коко играет с вращением Коко, высоко. она может его больше, да, поднять, это защите она может там, через свечку уйти, справа поднять повыше. Каролина все-таки играет более плоско. То есть она его как бы от себя немножко, так вот такое вращение немножко боковое, обратное. Ага. Я И говорю, за счет этого, что нет высоты, Арине тяжелее. Но тяжелее любому подстроиться. То есть Муха, в принципе, она, мне кажется, для всех не самый приятный соперник, потому что когда она еще неплохо может подавать, она подает довольно-таки низко. Мгм. И при этом она довольно-таки часто двигается вперед к сетке. То есть если ты даешь, тоже уходишь в защиту и стараешься с ней сыграть вторым номером, там где-то отрезать, она очень хорошо чувствует момент и начинает сразу давить тебя впереди. То есть ты все время под давлением, тебе нужно хорошо ее отгонять назад. То есть это вот качество, мне кажется, второго номера, его нужно повышать с ней. Мы когда с тобой обсуждали вот до этого, Муха, вот ты сказал еще, что у нее хорошие руки. На Да, тренерском сленге мягкие. что это значит? То есть она очень хорошо чувствует мяч, что в защите она может закинуть тебя в ноги. Какие-то короткие мячи она может подбирать, скинуть неплохо или сыграть в длину, там, закинуть свечку по заднюю. То есть она мягкие, я бы сказал, руки. То есть она его хорошо может направлять, чувствовать. Ну, я знаю, что Паша рассказывал, что к этому видео какой-то публичный дом был запросил рекламу. Да? Ничего себе. Ну, Сколько заплатили? когда... Ну там натура. Хорош. Ай, как близко. Хорош. Смотри. А, 300! Тракторист! Э, 400! Эндрю, держи темп. Да. 450. Стал человечек. Хорош. Хорош. Год. Прямо сейчас вы отрабатываете что? У нас больше работы под тяжелыми мячами, когда тебе играют глубоко, прессуют, чтобы идти в нейтральную позицию, чтобы не отдавать пустые мячи и искать, где можно... Пустой мяч, это ты имеешь в виду там выброс на хавкорт или чуть-чуть? Да, чтобы не давать такого, что у соперников есть время подойти, чтобы оставаться в нейтралке и при этом искать углы, где можно на контратаке перевести без большого риска. 350, 450, это деньги. Is Да, Ну это реально так? Okay. да. Идем, я тебе покажу. Yeah, but Вот иди. sorry. Пойдем, 1 PM. ты просто, наверное, не видел. Смотри, есть кармашек, называется благотворительность. Нет, вот здесь. Он Тырырырын, вот здесь спрятан. тырырырын. Ладно. Вот. Но это я потому, что я забрал еще. Забрал. На ракетке надо было. Ну не показывайте деньги. Все на благотворительность. Дай хоть немножко, а? То есть Пожалуйста. Видишь, фунтики даже есть. Как видишь, по всему миру просто. это раздают. деньги, на которые Видишь, вы играете. видишь, Да. китайские юанчики есть. Это вот деньги, которые Антон просрал. Это что вообще И должен такое? мне еще А, 3000 долларов. тоже фунты. А кто ведет учет, бухгалтерию? Вот это Я всё? бухгалтер. То есть ты за три- сколько вот за Милый сегодня? мой Бухгалтер, милый мой бухгалтер. За сегодня пока что еще живем. Милый такой. Пока что не прогорели за сегодня. Привет, Андрей. Ну или Ну, это где реально ты вот? На... Это нереальный день. Или Это... это на реально. черный день какой-то? Самую большую сумму, которую они пытались у меня выиграть недавно, было 1300. Они играли 9 минут, это розыгрыш центра. Да ладно. Ушлепки. Да. Очень надо было. Давай чуть- Очень надо было. Сейчас слетика разомнемся, потом еще резаным. Антон, что есть в Арине, чего нет в других теннисистках? Это могут быть какие-то игровые качества, это могут быть какие-то человеческие качества. Вообще, вот что Арину выделяет на фоне всех остальных в WTA-туре? Я думаю, что она на сегодняшний день, наверное, самый и яркий персонаж, как личность. У нее нету такой, скажем так, закрытости от людей. То есть как бы она как чувствует, так оно и происходит у нее. У нее нету такого
это, наверное, ну, может, неправильно звучит, но как такого фильтр имиджа, то есть ее имидж это она и есть. То есть как бы как она как человек, она не пытается подстроиться под какой-то имидж. То есть такого нету. Когда часто можно видеть, что человек может фильтровать свое поведение, условно говоря. Мгм. Это может быть хорошо или плохо, но если человек хороший, то это чаще всего хорошо. Я думаю, что у нее есть такая, это в том числе честность, и она проявляется на корте. В плане работы, то есть у тебя есть честный фидбэк. Хочешь ты его, не хочешь слышать, он будет честный. И ты дальше, твоя задача с этим работать. Вот. Она говорит, что она не талантливая, но она на самом деле талантливая, поскольку если ты ей даешь правильные вещи, как вот наш сон, можно как с этим работать, как с пластилином, какие-то вещи делать, и они сразу будут применяться. Если для кого-то потребуется какое-то время для того, чтобы в это поверить, у нее как будто бы требуется для этого меньше времени, она может сразу, если для нее это легло, она это почувствовала на тренировке, то она это может делать сразу в матче. Ух ты! Извините. Давай, смертельный трюк, снимай. Мы все знали Антона хорошим человеком. Вот. Сейчас хорошо бедром было, кстати. А? По таймингу хорошо было. Ну, С бедром. Да. Именно выпрыгнул в нужный Вовремя, момент. да. Можешь сказать, что самое трудное в работе с Ириной? Успеть вовремя подстроиться под настроение. Но это не трудно, на самом деле. Не скажу, что это самое трудное. Ну, если так, по-честному, то иногда просто адекватно воспринимать какой-то... Да не нервный срыв, а воспринимать какие-то эмоциональные перепады, эти. Потому что я уже абсолютно нормально к этому отношусь, это просто выход энергии. да? Что самое крутое? Да на самом деле все. Отдача, трудовая дисциплина прям максимально крутая. Это такого очень редко у кого есть. Дисциплина феноменальная. Вот, реально при любом настроении человек будет отпахивать на 100%. А что вы хотите сделать? Там они хотят сделать бирки, где написано типа AO. А кенгуру нет, не хочешь? Две кенгурушки а что еще? US Open делает либо статую, либо Big Apple, это яблоко просто. Ну, это У у них всех Big так. Apple. Ну это типа basic получается, А что еще? да. А можно кенгуру, коалу и что-то с сопом. Они все равно статус. Так можно 2 коалы и с US Open Можно, чтобы коала обнимала титул. обнимала титул. А что US Open? Макалей Калкин? То есть Арина Коала получается. Такой Макалей Калкин такой. Бирки будут висеть просто, да? Можно сделать висячие бирки, а можно их наклеить просто вот сюда. Можно их и наклеить, и повесить. Ну тогда это не... И чтобы с бриллиантами были. Не, Не, ну я только именно одно. хотела здесь. Вот эти именно хотела. Насколько я знаю, они фронтальную не делают, но спросим. В документалке Netflix Breakpoint был момент, где вот кто-то ей написал неприятный комментарий, она плакала, и вы всей командой вот, ну прям с экрана было видно, как вы такие, блин, что нам делать в этот момент? Ну, то есть вы, понятно, что поддерживаете, но все, сразу же такой вот неприятная атмосфера, скажем так, тяжелая, нагнетающая. Как вы, как команда, справляетесь вот с такими временами в жизни Арины, как вы на них реагируете, и вот конкретно как тренер, вот как ты выстраиваешь процесс работы над такими моментами? Что касается того, что было в Netflix, во-первых, очень тяжело на самом деле на ту камеру, потому что ребята ходили прям, искали драму, то есть как бы она на самом деле там проживала, то есть ты не будешь под камеру говорить там в Netflix то, что на самом деле ты бы сказал, что думаешь про людей, которые пишут такое в Инстаграме. Угу. У тебя сейчас такая возможность. Чаще всего это конченые люди, ну чаще всего. То есть есть люди, которые могут тебе написать, потом написать типа либо удалить, но люди, которые даже близко не совсем, даже не близки к понятиям спорту, а тем более спорт высших достижений, это вообще другое. То есть для них это все очень просто и понятно. То есть чаще всего эти люди никогда не стремятся к чему-то, потому что если ты к чему-то стремишься, ты проходишь через тяжелые моменты, ты понимаешь, что это вечные такие как бы горки всегда. И ты, в принципе, можешь в любой сфере понимать успешных людей, у которых эти есть подъемы и спады. Люди, которые работают, скажем, на стабильности, когда работа связана с тем, что нужно прийти в офис, чаще всего, и у тебя зона ответственности очень маленькая, не такая большая,
Вот с таким людям тяжело очень вообще понять, что такое стресс и адреналин. Для них стресс выражается в том, что у них мало денег, ну, объективно. То есть им там нужно выживать, там нужно вот на жизнь. И для них стресс – это идти на работу ради этого, но не ради того, чтобы достигать чего-то. А здесь ты работаешь на достижение, на успех. И это как бы другой стресс, это немножко другое. То есть это очень сложно объяснить людям, которые вне спорта, а особенно тем, кто еще любит на него ставить. Поэтому они ищут варианты, как можно уколоть. Некоторые даже не пытаются уколоть, а просто они тебя закидывают и сами забивают про это. Чаще всего тебе там угрожают, желают всего хорошего твоей семье и всему поколению, ну и такого формата. Ну, это вот такая вот... Мне кажется, у любого публичного человека вот он с этим сталкивается. Это даже не критика, это... Это хейт такой жесткий. Есть плохое слово, но это долбоебизм. Ну да. Ну, по-другому не назовешь, даже мягче нельзя назвать. Таким людям можно пожелать, чтобы они оказались в этом стрессе. Чтобы они наконец-то смогли прочувствовать, потому что большинство из них просто поменяют свое мнение. Либо нет. Как мы справляемся, то есть, ну... Ты смотришь от состояния, если мы говорим про тренировку, мы стараемся до тренировки это обсудить, для того, чтобы, в принципе, на тренировке уже это было легче. Если что-то такое, всплеск эмоций, скажем так, или какого-то разочарования, или чего-то происходит на тренировке, то можно во время тренировки обсудить, типа, что стало триггером. Но чаще всего это может быть не тренировка сама, а что-то вне тренировки. И даже сам разговор, которого ты можешь, там, 2 часа тренировки, ты выделил 5 минут на разговор и спас 1,5 часа остальных. Но и сам разговор помог, просто обсудив это, поняв все, разложишь по полочкам, ты уже все, тебе уже легче. Какой матч в этом сезоне, 2024, ты можешь назвать лучшим, который сыграла Арина? Вот, который ты посмотрел и такой, блин, прям горжусь. Молодец. Может быть, там не было супер игры, знаешь, там каких-то ярких ударов, но вот именно как тренер ты увидел? Слушай, мне очень понравилось, как она отыграла китайскую серию в конце года, после всего сезона, которая она просто выдохлась. Там финал против Женг. То есть она, по сути, это может быть не лучший матч по качеству, но из того, что в тот момент была она готова, она сыграла очень хорошо. А вот для тех зрителей, которые, к примеру, только начинают смотреть теннис, и они знают, Арина Соболенко первая ракетка мира. Каких 3 матча ты можешь посоветовать, посмотреть с ее участием, чтобы они поняли, на что Арина способна? Вот типа 3 ее самых ударных матча, которых ты... Первый финал Австралии. Первый финал Австралии. Против Мадрид. Финал против Иги 21 год, наверное, я бы сказал, когда она выиграла. И, ну, я бы сказал бы еще Цинциннати финал против Пегулы был очень неплохой. В этом году? Да. 800 за любую фишку, кроме уходящей. 5-5, 15-40. Второй квадрат. Да я в безопасности, она не попадает по фишкам. Я видео опрос оператора. Подожди, Андрюх, ты не уходи. Как вас зовут, представь? Здравствуйте, меня зовут Павел Кислый. То, что вы делали как-то один раз на Атлантике, надо сделать. Журналист канала «Всем теннис» и больше. А расскажите, насколько Вот сейчас надо вам будет сделать. нравится снимать Тим Соболенко? Да, круто на самом деле. Тут настолько классный мир, тут все так красиво, так тепло, так солнечно, все такие веселые. Это Шутки, всё конечно, есть жесткие, иногда порой такие, так они Ну, то шутят. есть команда, короче, бомба. Команда да? То есть бомба, да. И Я как теперь вообще понимаю вот такое? эти все после титульные интервью, когда ты начинаешь говорить «я вас люблю, но…» и вот эти вот Вот все это. фразочки, да, я теперь понимаю, Maybe we какая can здесь check в целом with you, Adrian. Maybe you know атмосфера, да. if the driver is here. I just messaged her. What time Не did you очень book it хорошо. for? Скажешь про Андрея. We Про forget Андрея? to text them if someone can Тремя pick up словами. Arina to Хорошо. her hotel. Ну, понятно. Давай перейдем к Антону. Не, ну он большой в целом, как бы Да, он такой широкий, очень крепенький, большой, да. да. Широкий, крепенький это одно. А в последние Yeah, I think we put them in Оширел. Yes. Потом он любит немножко так навести суеты. Он, кстати, принуждает. Он любит принуждать, потому что мы когда ходили на концерт Брайана Адамса, он такой: Паш, не пьешь, но надо. Надо. Сегодня он тоже сказал: не пьешь воду, но надо. И у него Ну, всегда это уже какой-то наш... двоечкой надо.
Да. Давай пишем Антона. Антон, ну, я честно... А ты будешь рассказывать про сюрприз сейчас на корте Арине или нет? Про который ты хотел сказать в конце интервью. Какой? Подождите. Кто, кому и для чего? Что кому и для чего? Вот он умеет, во-первых, ставить неловкие ситуации, и про это Кто-то, ничего не короче, знаю. кого-то и зачем-то, Да. мы поняли. А потом он очень, ну, профессионален. Вот сейчас он тебя тренировал, и это, конечно, да, серьезно он на корте. А во время работы. Составить какую-нибудь вот такое старое видео Антона, который творит какой-нибудь трэш? Да, да, есть на такое. У нас есть под Энрике Иглесиас. О, У нас так это не есть- старое, это было в прошлом году на юбилее. Или в Энрике позапрошлом. Иглесиаса, он, оказывается, любит такие мужские сопливые песни с друзьями пропевать. Не, у нас с Пашей есть танец общий. Да, у нас есть У нас танец, и танец каждый раз есть он у общий. нас модернизируется в зависимости от нашего... Ну это уже два. Да, нет, это один только. Он сказал только, что он профессиональный. Профессиональный, что он... А почему так хорошо идет? Да? Не-не, я же сказал, что он профессиональный, и что до этого... А, да? Только первый, один сказал? Да, ты сказал, что он профессиональный. Ну, на самом деле тяжело То, что-то что он у плохое. нас Винни-Пух. Ну, он должен... Ну, Антон, Винни-Пуза, не позорь меня. Это я втянул уже. Два места человек занимает в боксе. 2 места, это могли быть вы. не, ну он немножко, да, он говорил, что уже летает там каким бизнес-классом, и говорит, что немножко уже начал ощущать, что мало места. Надо, наверное, Что? его в эконом Или, отправить, подожди, или когда он это, бросит. это ты говорил, да? Когда он скинет Ну, 15 килограмм. Привыкаешь, и уже бизнес не такой бизнес, то есть уже надо до первый класс. Вот. Ну и... Не, на самом деле Антон хорош. Тут не вообще. Это проплаченная реклама. Ничего сказать плохого, он же крестный Пойдем, я еще. тебе- Он же потом я крестный, тебе как дам- крестный дам денег. Хороший. Да. Легально можешь меня ударить. Не расстраивайся. Но Винни он, да. Это он- про свинишку то, что Вот с ты ним? еще узнал. Дэвина немножко. Дэвина? Да. Гевина? Ой, Гевина. Вот. Ну, я Дэвина узнал. У вас нет в команде Дэвина? Так хорошо узнал, что ты стал Дэвином. Да. Ну, они вдвоем его, конечно, там полощут нормально так. Но он хорошо им отвечает. Он классно им отвечает. Нет, его надо Одним было пальцем он видеть умеет вначале, им мы его отвечать. воспитали, он теперь Да. вообще Он всегда просто- стоит как... В любой момент. Герой. Помц, и все. Покажи сейчас это. Ну вот они ехали, что-то там Дэвин, ой, Гевин. Не знаю, может, ему лучше Дэвином будет. Вот, и он вот так вот едет и просто помц. И они такие, о, типа Гевин. Что? Нет, он тоже Не, мы классный. говорили Дэвин. Ладно. Да все... Нашего Джейсона видел. дедушку. Это Джейсон. Это Джейсон, дедушка? Да, он наш Он босиком был. Он, видимо, любит разуваться, ходить босиком. Пошло, называй разными именами. Ходил Да, у нас босиком. Он немножко очень стронгер. Привет. Очень стронгер. Стронгер? Да. Ну мы сколько Мы тут там? новые слова, новые имена придумываем. Стронгер, как- Джейсон, Не, Дэвид. ну так ему 73 года, как ни крути. Ну да, по нему видно. Нет, ну классно, тоже весело. Отпусти хозяйку делать упражнения. Не отпускай меня. Нет, я бы с удовольствием не лайфхак, отпускал, но надо как работать. избежать работу. Просто возьмите камеру в руки и делайте вид, что вы занимаетесь серьезным делом. Вот, видишь, тебе нравится, Мне нравится. Ей нравится все на камеру делать. А вы... да? Они что-то знают. Они что-то знают и не про меня. Ну все, видишь, так, у них это неловкость да, сейчас что такая, стоим? типа, смотри, у них сейчас неловкость, потому что они тебя, ну, как бы должны заставить Должны работать, заставить, да, да, но меня? ты не увлечена заставить. камерой, и поэтому они Они такие, работают на меня, получается. ну, я уйду просто тогда, да? Где уважение? Ты чё, Сюда давай. блядь? Ты чё? Давай. Подождите, давайте посмотрим в глаза человеку, который съел асмелин. А смелин это какое-то ваше лекарство. Чё ты там показывал? Все, видишь? Давай вспомним Australian Open 2023. Первый турнир Большого Шлема. И впервые ты заплакал на камере, вот когда во время трансляции. One of the best players not to have won a major for a number of years, and she stayed the course, she stayed at the top of the game, turned things around towards the end of last year, and you just never know when you're gonna... Расскажи, что ты пережил. Ну, в любом случае, это был выброс. Это был большой, с твоей стороны, выброс с эмоциональной точки зрения. А что вот в твоей голове тогда, какие мысли Я первая пронеслись? мысль думал, надеюсь, что я не один под этим плачу.
Я думал, я надеялся хотя бы, что был лысый плач, что он не плакал. Я такой, ну ладно. Не, но много, потому что, ну, история интересная, поэтому с теми же двойными, знаешь, как бы, во-первых, ты такой, окей, там, самый молодой тренер в туре, условно говоря, там, в тебя верят от силы, наверное, там, пару людей. В основном это близкие люди, больше никто. Мама. И Арина. И Арина. Потому что у него выбора не было. Ангелина еще тоже. Но раз я сделала выбор, значит надо. Я говорю, близкие люди, Да. но никак не окружение. То есть, по факту, поддержка оказывалась от близких людей, от Джейсона огромная поддержка была просто какая-то фантастика, потому что, ну, огромное количество часов, которые мы с ним провели в разговорах. 21-й хороший год, 22-й ужасный год с точки зрения там, ну, двойных, да, и когда мы нашли Гевина, то есть как бы весь, ты вспоминаешь как бы не турнир Австралии, ты вспоминаешь в целом весь путь, как бы и Аринин, как бы и свой, и совместный, и сколько всего было сказано, как ты говоришь, там эти хейты писали, много чего ты слышишь, что про тебя говорят даже в своей стране интересного, и не очень. И как бы, да, было тяжело, потому что такое, типа, ну вот, получилось, вот. И я уже так держался в этом финале, думаю, Господь, надо просто спокойно, без эмоций, внутри просто сжег себя уже дотла, сидишь такой, какой там у нас матч был? 4-й, не получилось, такой, ну, пожалуйста, пусть получится. Вот. Особенно было весело, когда на первом матчболе была двойная, я такой, даже Арина посмеялась. Это то, что нам надо. Это то, что... Причем я сидел... И Гевин такой... Причем, что Гевин там не сидел в боксе, но он сидел дома, он сказал, что он там тоже потерял все волосы. Я говорю, я сидел, думаю, это идеальная история для Netflix в точке зрения, но они ее не сделали. То есть я не знаю, кто там монтировал. То есть как бы они поставили там какие-то удары, подачу, и это, что она выиграла, а то, что можно было поставить, то, что она вот на первый матчбол, на первый шлем, она подает двойную, то, что у нее в предыдущем сезоне вообще не получалось. То, что драма она, внутри драмы. То есть они вообще этого не сделали, а ты сидишь, я сижу, думаю, это какая-то, ну, это какой-то фильм. То есть я не верю, что он может плохо закончиться. Я такой, ну, я не верю, что он может плохо закончиться. Я такой после двойной думаю, потом брейкпоинт у Рубакина, я такой, да ну это же фильм. Это фильм. Тут должен быть хэппи-энд. Пожалуйста. Вот. Ну и да, такой выброс был. Ну а потом, на самом деле, пришлось себя быстро. Я сижу, такой думаю, я вот сидел под полотенцем, я такой думаю, так, ну слезы, конечно, это все хорошо, все честно, но я такой думаю, и вспоминаю, как я, когда приходил со школы, все время включал, там, ну, обычно днем показывали Австралию, там финал тоже ты смотришь, плюс-минус это дневное время, и я такой думаю, так, ну тебя сейчас, наверное, сейчас же суббота, и большое количество людей смотрят Евроспорт. Нужно собраться. Да. Поэтому пришлось быстро собраться. То есть ты реально про это подумал? Да, я такой сижу, у меня почему-то сразу флешбэк, то что я на кухне прихожу со школы и включаю типа Евроспорт, думаю, ага, смотрят, и, возможно, сейчас меня показывают. Я сижу под полотенцем, думаю, нужно так как-то, ну, вылезти, чтобы такой, типа, да, блин, все прикольно. нормально. Слушай, какая история, а? То есть, вот о чем думает тренер, когда победил. Да, я такой, типа, на кухне сижу. Оп. Good. Оп. Во, идеалити. Да. 7 секунд. 3. Время. Good. Тяжело работается, конечно. Жизнь такая, понимаешь? Вот, ты сейчас на болбоя похож. Кстати, ты работал болбоем? Да, конечно. Конечно, как-то. В порядке вещей все. Ну, большинство работало, конечно. Карина тоже работала болбоем. Ну, Все, давай, все, не будем мешать им. Все, решающая. Лидирует хозяйка. Оп! Коуч, пожалуйста, оцените качество тренировки. Вы довольны? На 4. На 4 из скольки? С 10 баллов. Да ну, серьезно? Ладно, на 5.
Вы победили, вы отпраздновали. Я в курсе примерно, как вы праздновали. Понятно, что там было море Алкоголя. шампанского, музыка, хорошее настроение. Видео мы все эти прекрасно помним. Эта история, знаешь, как она была по утру? Поехали в гостиницу, то есть там все пресс-конференции, немножко на кортах там что-то отметили. Сели в машину, включили Коржа, доехали... Какую песню слушали? Или там было все, там было «Жить в кайф». Все подряд. Потом, когда у нас было в 22 году, когда мы подавали много двойных, у нас была песня «Не выдумывай». Ну, Queen были все песни, ясное дело. То есть у нас там опущенные окна, мы «Просыпайся, Мельбурн». Приехали в гостиницу, и все, и там я говорю, ну, я буду пить. То есть, я буду пить, и там видос, я утром просыпаюсь, а у меня... Я закинулся обезболивающим, потому что я понимал, что я захожу, у меня вертолеты летают, как будто я не знаю, что происходит. Я Адвил? спать. Ну, там, да, там, мне кажется, он скоро будет моим спонсором. И я пошел, там, лег в ванне, холодную воду на себя включил, чтобы просто как-то уснуть можно было потом. Ну, как бы просыпаюсь, не понимаю, что происходит, просыпаюсь, потому что просто кто-то вломится в дверь. А мы должны были... У него была с утра у Арины фотосессия. Я говорю, ну, если я проснусь. Но ясно дело, что я не проснулся, я ничего не ответил. Я просто понимаю, что гудит, у меня в башке гудит, в дверь кто-то бьет. Меня вот это разбудило. Я пошел опять в ванну лег. Опять с водой, опять закинулся таблетками. Мне очень плохо было. И я потом просыпаюсь. При том, что ты же просто вообще не пьешь. Ну, я очень редко пью. Да, вот. А потом я сначала не знал, почему. Я, короче, потом просыпаюсь, это 1:30 было, или ближе к 2. Наверное, пропущенных, наверное, штук 40. Там, от Джейсона, от всех. А у нас, оказывается, в час там был обед с командой. То есть все пошли, и меня не было. Я подошел. Все покушали, а потом говорили. Я такой, ну я не встал просто. Без вариантов. Вертолеты были дикие. Просто прям дичайшие. Я уже сколько-то выпил таблеток, я просто выходил и пить не хотел, есть не хотел. Мы ехали в аэропорт, меня укачивало, меня там тошнило, я не знал, что происходит. То есть потом мне показали весь видео. следующий день. Потом мне показали видео, почему. То есть там было шампанское, пиво, и сначала это было отдельно, а потом это было вместе одновременно. И как бы, было плохо. Я понимал, что сначала видео, я такой думаю, тебе будет не очень на утро. Просто даю тебе такую наводочку. Не надо. Это просто смерть, да. Танцы были, и закончилось тем, что у нас у агента, у жены, мы там танцевали все, а закончилась вечеринка тем, что там ближе к 4-5, что она подвернула лодыжку, когда танцевала. Нам принесли ведро, там, где было шампанское стояло, со льдом мы достали, засунули ее ногу. И потом видео следующее, она в аэропорту едет вечером в кресле, которое ее везут. Тут снимают видео, агент, вот, отметили. Везут в этот самолет. Арина, можно у вас автограф взять? Только если ты мне дашь расписаться на месте, где я захочу расписаться. На камеру Это так Джейсон попался, да, один раз? Эти места закрыты даже для... С татуировками? Да. 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 Скоро и у Антона начнем расписываться. Еще вот годик. Это хорошо. Паш, все, я возьму. Да. Вот эти мячи мы разыграем среди подписчиков. Так что... не все, один. Вот смотри, ты маленький мальчик, живешь в Минске. Я просто там в еще меньшем городе. У тебя как бы сразу же было понятно, заказана, грубо говоря, дорога в теннис. Там, либо как игрок, либо как тренер. Вообще у тебя вся подноготная теннисистов. И ты смотришь эти турниры Большого Шлема с самого детства. И такой думаешь, когда ты играешь, ты мечтаешь о том, что, было бы круто там просто побывать. А потом ты начинаешь думать, было бы круто там победить. И это, я не знаю, это если мы берем там кино, то это сняться там у крутого режиссера, у Спилберга, да, там, получить Оскар. А в баскетболе это, NBA Finals, этот вот перстень получить или там MVP. То есть это победить на турнире Большого Шлема, это предел мечтаний, это вот высшая точка теннисного удовольствия. И вот ты туда едешь, ты побеждаешь, и вот можешь описать, не знаю, может, ты рефлексировал по этому поводу, что чувствует человек, когда его мечта осуществляется? Потому что это же, может, для человека, который даже близко к ней не подбирается, это так и остается мечтой. Но вот ты из тех людей, который осуществил свою мечту. Прикоснулся даже как тренер к Арине, которая осуществила свою мечту. Потому что она тоже выросла в Минске
и там не супер лакшери условия были. С пушкарей. Да, понимаешь, то есть простая девчонка. И вот что вообще вот меняется в голове, когда мечта осуществляется? Для нас расскажи, у которых мечты еще не осуществились. Слушай, на первое время вообще нету никаких эмоций. Просто полный ноль. Ты сначала думаешь, что это что-то такое сюрреалистичное. Такое как бы... Типа, да, ты понимаешь, что как бы ты что-то выиграл, но ты не понимаешь, как бы такой, а что это было? То есть ты первое время ты вообще не понимаешь. С Австралией, наверное, понятие пришло через несколько недель. Ты такой, типа, вау, как круто. И то оно пришло по мере того, как ты читаешь новости, а не потому, что ты их как-то пережил конкретно. Ты смотришь, как бы ты вот, когда смотрел по детству, ты же тоже читал, смотрел, и как будто бы тебе, чтобы что-то понять такое, тебе нужно опять так же со стороны про это посмотреть и почитать. Но ты прям вот, ты когда находишься там, ты такой, это, ну, как бы ясное дело, там, это цель, мечта, но, наверное, потому что ты уже там какое-то время варишься, по сути, ты, возможно, не так, ты уже более приземленно к этому относишься, и для того, чтобы тебе какой-то масштаб почувствовать, тебе нужно прям отдалиться. То есть прям в моменте крайне тяжело понять. То есть ты только испытываешь максимальный какой-то выплеск гормональный, и как у всех это бывает, потом у тебя просто резкий спад, чтобы восстановиться чисто на гормональном уровне, потому что функционировать как человеку тебе нужно время. И только после этого у тебя уже какое-то досознание происходит. К примеру, после US Open этого года я, наверное, только через месяца полтора понял, что мы выиграли. То есть я первое время, я такой, мы сыграли турнир, у меня вообще 0 эмоций. Я такой, классно. Ну, классно. Типа. Ну, класс. Давай, что ты хотел показать? Павленти, подходи. Павленти. Нравится, когда так называют? Но не на это смотри, а вот на это смотри. Смотри, сметанка. Катаги чиз. Катаги чиз, мой любимый. И вот Сметанка, джемми. вареница. И Вот. все это смешивается с Все чем? это, смотри, смешивается между собой с посудой. Вот такая Вот это, желтенькая да? мисочка. Вот у меня есть дощечка, ножик. И в этой посудине моей желтенькой либо творожок лежит, либо салатик нарезается. Вот так. Только против Красота. света нельзя снимать. Вот так. Понял. Давай сейчас пойдем на матч, и ты будешь играть Арине, когда она будет побеждать какую-то мелодию. Такую бодрую только. Это мы вырежем. Ладно.